Всем привет! Сегодня на видео интересный видеообзор камеры. С AliExpress магазин Unbiax прислал камеру для видеообзора. Чем эта камера интересна? Тем, что это доработанный вариант камеры с двумя объективами, которые имеют гибридное зумирование и слежение за человеком. На наклейке можно увидеть модель камеры A28S, 4 мегапикселя, 5-вольтовый вариант. И чем еще интересна данная камера, может для кого-то будет, и я думаю для многих, тем, что эта камера 5-вольтовый вариант, но камера для улицы. И еще какой огромный плюс этой камеры, что эта камера в очень маленьком корпусе. По сравнению с прошлыми камерами двухглазками, эта камера имеет маленький корпус. Это также огромный плюс. Первое, что вы должны учитывать, что это чисто Wi-Fi камера. У нее на отводе кабеля один разъем питания. Нету возможности подключать эту камеру по кабелю. Подключение по кабелю не всем нужно, поэтому это тот вариант, дешевле вариант, который будет работать чисто по Wi-Fi и от 5 вольт. Корпус пластиковый, но пластик добротный. Этот пластиковый корпус служит, у меня такие камеры с такими корпусами, служат уже больше 8 лет. Находятся на улице под открытым небом. Какой может быть момент один? Это пожелтение. Со временем корпус немного пожелтеет, поменяет свой цвет камера. Мороз, жара не влияют никак именно на состояние корпуса. Камера также всепогодная, и эта камера может работать под открытым небом. Установили идеальный вариант, конечно, под каким-то навесом, под козырьком, чтобы на нее меньше попадало всего с неба. Но она рассчитана на работу под открытым небом. Здесь вот все литое, неразъемное, то есть в воде попасть по сути некуда. Имеет два объектива. Один объектив 3,6 мм, другой объектив 6 мм. И также имеет ИК LED светодиоды на своем борту двойного назначения. То есть они могут работать как в инфракрасном режиме, так и в режиме LED белого свечения. 3 ночных режима также камера имеет. И что я хочу посмотреть на этом видео, как китайские производители вот этих вот дешевых, это бюджетное видеонаблюдение. Вы зайдите сразу по ссылке и посмотрите, ознакомьтесь со стоимостью на данный момент. Почему именно сейчас зайти по ссылке? Потому что часто акции проводят магазины. Если на данный момент эта камера, к примеру, $30 стоит, то когда ты перейдешь, может она уже стоит и $20. Поэтому цену я уточнять не буду. Переходишь по ссылке и смотришь. Акции часто, заказывайте. Камеры отлично работают. Что мне хотелось бы увидеть, как дорабатывается алгоритм со слежением. Эта камера может при слежении изумировать человека, приближать. Не только за ним поворачиваться, а еще и приближать вот этим вот гибридным зумированием. На это у нее и два объектива на ее борту имеются. Ну и также приложение, как работает. Приложения также дорабатывают совместно с камерами. Это очень интересно наблюдать вот каждый раз. Камера вроде бы одинаковая, какие-то новшества есть, но с каждым разом камеры вот эти вот работают все лучше и лучше. Питание 5-вольтовый, 1,5 амперный, то есть такой же блок питания, которым вы заряжаете свой домашний смартфон. И Type-C, разъем для подключения камеры. Здесь герметичность рассчитана вот раз, и разъем полностью получается герметичный. Быстро разъемный в случае, если вам нужно отключить камеру. Если на долгое время вы подключаете, то можно дополнительно затянуть это все термоусадкой, все заизолировать еще лучше. Ну, кому это как нравится. Ну и в розетку подключаем 220. Понятно, что на расстоянии около 2 метров на длину кабеля розетка 220 должна быть. Какой еще плюс? 5-вольтовые камеры вот имеют свой плюс, я вам говорил, обозревая вот недавно камеру 5-вольтовую для помещений. Кому интересно, посмотрите. 5-вольтовое питание — это свободное подключение сразу к 5-вольтовому пауэрбанку.
То есть любой пауэрбанк берете, выбираете наибольшей емкости, там, например, 30 тысяч мАч, и у вас эта камера будет работать на одном заряде этого пауэрбанка, я думаю, что больше месяца. Опять же, в зависимости от поворотов, от активности перед камерой, от функции слежения, как будет включено, не будет включено. И также ночью плюс ИК LED светодиоды также имеют потребление. Ночью камера будет больше потреблять. Но подключение, вариант 5 вольтами у вас сразу же есть, без всяких преобразователей. Пауэрбанк кинули, камера работает. Также в летнюю, в солнечную погоду вы сможете сделать автономное питание полностью для камеры, задействовав пауэрбанк и задействовав солнечную панель. Камеру подключаем к пауэрбанку, солнечную панель также подключаем к пауэрбанку. Пауэрбанк устанавливаем вместе, чтобы он на солнце не находился. И, в общем-то, у вас автономность уже есть. Также в комплекте идет шаблон для разметки. Крепление сразу разметили, просверлили, элементы крепления также идут, и инструкция стандартная инструкция, XMI-евская камера. Камеры здесь, в общем-то, все XMI-евские ICC приложения примерно одинаково подключаются. Камеру также можно подключать напрямую к смартфону по Wi-Fi. Не обязательно роутер, а вот сразу вы получили ее из коробки и сразу напрямую по Wi-Fi к смартфону. Будет работать она, и вы сможете отслеживать ее со смартфона, вносить коррективы, настройки другие изменять на расстоянии работы сигнала Wi-Fi в пределах 10-15 метров. Я уже снимал видео вам, как это. Ссылку оставлю, кому нужно, вдруг ссылку не оставил, напоминайте в комментариях, обязательно дам. Сейчас я буду обычным способом подключать камеру к своему домашнему Wi-Fi роутеру, ну и чтобы можно было ее отслеживать удаленно. Камера отслеживается удаленно через приложение из любой точки мира, если камера подключена к интернету. Буду подключать ее обычным пауэрбанком, можно и блоком питания, можно и пауэрбанком. И покажу вам именно ее работу. И камера по стандарту вращается. Тестовый режим проходит. Я пока открываю приложение ICC. Зелененькое приложение. Скачивайте, кто не... Приходят уведомления о том, что есть обновление приложения и что обновляется при этом. Жму плюс, и по идее сейчас в автомате должна найтись камера. Да, в списке вот устройств найденных у меня много камер, но можно и нажать Wi-Fi камера, следующий шаг, выбираю роутер и пароль Wi-Fi роутера. Жму следующий шаг и показываю камере QR-код. Быстро камера определяет QR-код. После этих слов камера уже у нас добавлена. Название можете сами прописать, можете из выбранного, как все по стандарту. Какую запись включать на карту памяти, непрерывную или тревожную, получать уведомления на смартфон или выключить, не получать тревожные. Вот камера. Есть облачное хранилище, тестовый режим. Можно сейчас сразу принять, можно отменить, зайти потом и принять условия облачного хранилища. Картинка с камеры как-то немного в сиреневом цвете показывает. Ну, это бюджетный вариант. Дальше вынесу на улицу, посмотрим. И именно вот два объектива и работа камеры с двух объективов. Так вот камера работает, именно ее алгоритм. Переключение плавное с объектива на объектив может происходить с 3,6 мм на 6 миллиметровый объектив. Быстрое и плавное зумирование. Цифровое зумирование. Так называемое гибридное зумирование. Камера установлена на улице. Просто вот временный, как временный вариант. Также можно ее использовать. Камера легкая, 660 грамм весит. Стяжкой кабельной прикрепил ее в нужное место. Рядом пауэрбанк. При условии, что дождя не будет, можно пауэрбанк просто положить. Нет, как-то загерметизировать. И вот камера установлена на какое-то время в данном месте. Если вы ее хотите отслеживать удаленно, это первое условие.
туда должен быть нормальный сигнал Wi-Fi. Вот камера работает по Wi-Fi, хотя видите, какой сигнал Wi-Fi в том месте установки камеры. То есть одно деление, но камера отслеживается. Еще и в Full HD качестве. Можно в SD качество перевести при слабом интернете, при доступе на камеру. В SD качестве картинка будет без задержек, без всяких будет работать. При нормальном интернете качественном можно в Full HD качество переводить, и качество совсем просмотра меняется. Ну, картинка очень хорошая. Вот как-то она розовым показывала цветом в помещении, а вот сейчас на улице, ну, супер классная реалистичная картинка, все цвета очень на хорошем уровне. Кстати, в приложении появилась новинка, не знаю, ну, по крайней мере, только я заметил ее. Вот куда кликаем, туда камера и, кстати, смотрите, определяет людей на приличном расстоянии. Сейчас я еще не включал слежение, просто камеру вот только поставил. Работает она уже по силуэту человека, присылает вам уведомление о прохождении человека мимо. Кликаем по месту, куда хотим, чтобы камера отцентровалась, повернулась. И она туда, именно тот предмет, куда вы кликнули, ту цель берет в центр. Хоть так можно это делать, хоть так. Или же управление вызвать PTZ и крутить камеру, вертеть куда захотите. Уже менять ей местоположение. Адекватно все работает, классно. В небо смотрит, вниз смотрит полностью под собой. Если с большой высоты вдруг посмотреть нужно вниз, то камера также смотрит под собой. Ну и это ее плюс огромный, что она поворотная, 5-вольтовая, поворотная, для улиц предназначена. Человек проходит, и сразу по человеку приходит уведомление. Где вы бы ни были со смартфоном, это вы можете делать через интернет. Вот это вот то, что я вам сейчас показываю, видеонаблюдение. Смотрите, еще какой интересный вариант. Значок картинки, кликаем, и здесь можем выбрать вот такой вот вариант. Два объектива просматриваем отдельно. И зум. Один объектив зумируется, второй объектив остается держать широкий угол. Зумируется, скорее всего, 6-миллиметровый вариант. Но я вам скажу, что нет, зумируется все. То есть в зуме участвуют два объектива. Но вот картинка разделена на две камеры. Вот, смотрите. Приближенный человек и отдаленный, и общий план. И, кстати, вот при переключении на 6-миллиметровый объектив только переключается. Картинка очень классная, качественная. При дальнейшем зумировании тут же можем подкорректировать, подправить то, что вам нужно, и зумировать дальше. При дальнейшем зумировании, это цифровое зумирование, качество картинки теряется. Вот можно посмотреть номера, четко номера, все классно. Также просматривать можно, ну это просто я цифровой использую зум, возможности приложения. Давайте включаем слежение, часто отслеживание. Задаю угол тот, куда хочу, чтобы камера вернулась после слежения. И выставляю время возврата. Давайте 10 секунд. Чувствительность пусть стоит высокая. Установил угол, то есть место возврата, и включаю слежение. Камера сейчас будет следить у нас и чисто за людьми. Давайте посмотрим в настройках. Основные настройки. Тон я выключил, чтобы камера при перезагрузке голосовые сопровождения исключала. Название тут все понятно. Умная тревога, что нас интересует. Человеческий тест, да, включен. Запись. Что писать? Можно звуковой извещатель еще поставить, чтобы из динамика сирена там или ваш голосовой посыл звучал. И сигнал тревоги. Сколько, чтобы звучал. Просьба не беспокоить, чтобы не присылало уведомления вам, когда вы там поставите ночью. Показывать след человека, выделять рамкой. Умные правила пересечения, кордоны, различные линии. Человек туда пошел, уведомляет вам, туда не уведомляет. Зону ставить, где камера, чтобы работала по тревоге. Все это есть в этих камерах. Режим детекции круглосуточная и чувствительность. Средняя стоит.
Вот, в общем-то, и все, что здесь нужно нам знать. Дополнительные настройки слежения тут можно также включать, выключать. Настройка широкого динамического. Эта функция позволяет устройству захватывать изображение высокого качества при условиях освещения с высоким контрастом, и эффект следующий. Давайте что ли включим. Не сталкивался я с этим. Кто сталкивался, напишите в комментариях, что это за функция такая. Настройки записи. Режим видео включите, было выключено. И тут уже выбираете с аудио, писать без аудио, и качество. Стоит среднее по умолчанию, я поставил лучшее. Управление памятью. Можете отформатировать карту памяти, зайти проверить, определилась ли она камерой. Что делать? При заполнении остановиться или же циклично писать сверху ролики. И идет видео, то есть слежение за людьми. Посмотрите, на приличном расстоянии она ловит людей, зумирует. И вот, смотрите, зумирует людей она, приближает и качественно держит. Ну, могла бы, конечно, еще бы приблизить, но там, возможно, потеря качества. Ну, вот так. Алгоритм таков. Отпустила. Поставил я 10 секунд, люди не двигались, камера не определяла их как движущихся людей и их бросила. Если время задержки увеличить, то камера дольше будет держать людей, ну и, соответственно, писать ролик, при этом на карту памяти. 10 секунд бросила без движения. Если бы человек двигался, то камера за ним следила, пока определяла движущегося человека. Не движется, 10 секунд, те, что я поставил, она и бросила, вернулась назад. Очень быстро, качественно отследила, суперово. На смартфоне я вам показал, как это будет работать чисто со смартфона. Также ты можешь заходить, вот получаешь уведомления по тревоге, кликаешь, заходишь, смотришь фотографии, которые камера тревожная тебе дала. Заходишь на карту памяти, просматриваешь видео по дате, по времени. Все это можно делать. Камера как самостоятельное устройство. Сейчас показываю, как камера работает с видеорегистратором. Все то же самое, что ты видишь со смартфона, только плюс сохраняется это еще на жестком диске видеорегистратора. Присылается тебе вот такие вот, например, тревожные уведомления из видеорегистратора, что движение подходит кто-то к камере, именно человек. И вот, в общем-то, сохраняется все на жестком диске видеорегистратора. И огромный плюс, что ты можешь это видеть в онлайне с монитора видеорегистратора. Вот как я сейчас это делаю. И это можно делать удаленно. Эту камеру ты поставил у себя на даче, у бабушки в селе. Через интернет подключил ее к видеорегистратору, к этому. Видео я делал по подключению удаленных камер. И ты все видишь, и у тебя все сохраняется удаленно. Камеру украли, запись у тебя на жестком диске видеорегистратора сохранилась. И это все можно делать одновременно. Видеорегистратор, камера на смартфоне, на приложении. Видеорегистратор дома пишет с нее данные. Кто-то просматривает, если нужно. Ты со смартфоном ушел, тебе звонят, зайди, например, посмотри, что там происходит. Ты заходишь и также это видишь из любой точки мира через интернет. Система гибкая, очень классная и недорогая в использовании. Это все делается бесплатно. Платишь ты в одном случае, если ты заказал облако. 30 дней дается бесплатно, потом в зависимости от тарифа, от сохраненных дней на облаке, ты платишь там стоимость. Стоимость также небольшая. По камере зум также можем использовать. Вот. Хоть и цифровой, но используется зум. Смотрите, переключение между объективами происходит, и все так же, как и со смартфона, только это с видеорегистратора. Корректируем, управляем камерой и смотрим на то расстояние, на которое вам нужно. Как я сказал, камера особо качественным видео не отличается, но это тот ценовой диапазон. 2-мегапиксельные матрицы, чудес ожидать особо не стоит. Есть 4-мегапиксельные матрицы, то есть 8-мегапиксельная камера в общем. Но смотрите, именно хочу показать, то есть посмотреть и показать вам, как дорабатывается слежение. Вот это слежение именно с
гибридным зумированием с двумя объективами. Отлично, отлично. Камера посмотрела, сколько я ей задал, 10 секунд за человеком, можно задать больше, и вернулась назад. Формат сжатия H265 и только, вот, уже 264 нету. 1080p, 12 кадров в секунду стоит по умолчанию. Можно поставить 25 кадров в секунду. Смотрите, именно слежение. Вот тот момент, за которым приятно смотреть, как работает камера. Именно алгоритмы доработанные. Раньше вот первые эти камеры чисто следили за ногами. Сейчас алгоритм доработали. Камера берет всего человека посередине и держит его. Удерживает. Так, а ну-ка, сейчас. О, ну сразу пошло определение. Вот переключение с объектива на объектив произошло. Сразу видим в первой ступени хорошую картинку. И дальше, чем дальше камера зумируется, тем качество падает. Была бы это 4-мегапиксельная матрица, то качество меньше падало. Но следит, смотрите, блин, там приличное расстояние, уже, наверное, метров 30. Больше камера продолжает следить. Это вот такой вот дешевый вариант. И это все сохраняется в записи. Сохраняется в записи на карте памяти, сохраняется на жестком диске видеорегистратора. Ставлю на 16 канале обнаружение и тревога, убираю постоянку, сохраняю. Отключается запись. И будет записываться ролики чисто когда появляется человек. Ну и в процессе вот этом слежения. Кстати, можно функцию слежения выключить, и будет у вас чисто писаться по силуэту человека. Камера просто будет общий план держать, определила человека, ролик пошел писаться, пока она его определяет. Не будет слежения, не будет зумирования. Надо слежение, зумирование, включили слежение, все работает и пишется уже с моментами слежения. Отлично, камера проработала за день. Место возврата не сбивается. То есть вот эти минусы, которые были раньше, устраняют китайские производители, разработчики, ПО. Все это устраняется. Камера возвращается на то место, куда я ее поставил. В течение дня, целый день стояло слежение. Камера не сбила место возврата. Все отлично. Следит за людьми адекватно, плавно, очень классно. Вопросов к ней нету. По картинке также на свою цену. Картинка в очень хорошем качестве. И ночной режим. Также все, в общем-то, по стандарту. Ночь, тяжелые условия. Камера уже не на том расстоянии определяет силуэт человека. Ну и, соответственно, слежение также уже процесс не на том уровне, как днем. Но все же происходит слежение. Все же камера следит. И у нее отлично это получается и ночью. И определять людей. Если будет дополнительное освещение, вот как на моей улице, то камере будет намного проще выполнять свою работу. 3 ночных режима также есть. Камера может по определению силуэта человека переходить в цвет и включать белые LED светодиоды. В обычном черно-белом режиме она также может работать, следить за людьми. ИК светодиоды двойного назначения, то есть в режиме ИК она работает, человек ее не видит. Можно поставить, что будет по силуэту человека, включать светодиоды, светить человеку в направлении человека, следить и светить. То есть такой себе прожектор со слежением. Светит, следит, записывает, со звуком все. На смартфоне все так же, все отлично работает. Можете приближение сделать, ну и увидеть качество картинки. Качество картинки ночной тоже на супер просто уровне. За такую стоимость я вот не могу сказать, что это говно, что это хреново. Очень классно. За эту стоимость просто отличный вариант. Также дальше можем приблизить, ну и посмотреть качество. Качество на высоком уровне за такую стоимость. Камера просто радует. Именно тот вариант камеры, который будет радовать. За такую стоимость она будет радовать. Она выполняет свой функционал полностью. И это беспроблемный вариант. Работает она у меня по Wi-Fi. Видели вы, в каком месте установлен сигнал. Качество сигнала так и не меняется. 2 рисочки. Смело могу вам ее посоветовать. Переходите, приобретайте и уже можете ей пользоваться. Как самостоятельным устройством. Просто карта памяти.
Кстати, взгляните на карту памяти. Вот здесь у нас есть. Заходим и просматриваем за день, что было записано. Камера продается в Украине по цене закупки AliExpress. Пишите, кому нужна такая камера в Украине. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии по этому поводу. Чат в Телеграме по видеонаблюдению. Мой канал в Телеграме. Также подписывайтесь, заходите. Facebook и Instagram. Все полезные ссылки в описании к видео. Всем удачи, до следующих видео.